История любит шутить жестоко. Спустя 80 лет после Нюрнбергского трибунала мы опять наблюдаем персонажей, чьи амбиции, жестокость и пропаганда вызывают дежавю. Давайте иронично сопоставим нацистских лидеров времен Второй мировой с видными фигурами современной России. От политиков и генералов до пропагандистов и деятелей культуры. Мы вспомним должности и дела каждого нациста, вспомним, как он закончил свою карьеру, а также подберем к нему российского двойника и приправим сравнение здравой долей сарказма. Я рад приветствовать всех на канале «Утилизатор реальности». Добро пожаловать в наш хит-парад мерзавцев и подонков. Сегодня у нас топ-10 нацистско-кремлевских аналогий. В каждой паре есть тот, кто своей деятельностью уже заслужил особую историческую память, ну и есть второй, которого, будем надеяться, еще ждет свой трибунал. Готовы увидеть, как история повторяется, сначала в виде трагедии, а потом как фарс. Поехали! Итак, открывает наш хит-парад 10 место. Парочка Фриц Заукель и Евгений Пригожин. Фриц Заукель – нацистский деятель, главный ловец рабов для Гитлера, официально генеральный уполномоченный по использованию рабочей силы с 1942 года, то есть отвечал за насильственный угон миллионов людей с оккупированных территорий на работу в рейх. До того был гауляйтером в Тюрингии, фанатичный нацист из рабочих. Заукель проявил себя рьяно. Под его началом около 5 миллионов иностранцев были похищены и превращены в рабов на заводах и фермах Германии. Условия были адские. Достаточно сказать, что более четверти астарбайтеров погибло от непосильного труда, голода, пыток. Заукель гордился своими успехами, называл рабов восточными рабочими и уверял, что они счастливы поработать на рейх. После войны не вышло отмазаться. Нюрнбергский трибунал признал его виновным в военных преступлениях и преступлениях против человечности. Повешен в 1946-м, не выказав ни тени раскаяния. Его российский аналог – Евгений Пригожин, бизнесмен и криминальный авторитет, сделавший головокружительную карьеру от тюремной шконки до кремлевской кухни. Прозван поваром Путина. Пригожин создал империю услуг, от школьных обедов сомнительного качества до фабрик троллей, вмешивающихся в выборы других стран. Но главный его проект – ЧВК «Вагнер». Частная армия, воевавшая сначала на Ближнем Востоке и в Африке, а с 2022-го в Украине на передовой. И вот тут пригожинский талант раскрылся. Подобно Заукелю, он придумал стянуть тысячи мужчин на убой, завербовав заключенных российских тюрем в обмен на обещание помилования. Фактически, он превратил зэков в пушечное мясо, бросая их на укрепление под Бахмутом без особой тактики. Да и обращение с ними соответствующее. За попытку отступить – показательные казни кувалдой. Пригожин лично кичился, что его парни воюют лучше регулярной армии, хоть и гибнут тысячами. В июне 2023-го, недополучив снарядов, пошел на мятеж против Шойгу и Москвы, захватил город Ростов, но до столицы не дошел, свернул обратно, показав, что его аппетиты росли. А в августе 2023-го Пригожин погиб при странном крушении самолета. То ли случайность, то ли тонкий намек от обиженного Путина. Ироничное сравнение. Заукель и Пригожин – два демона, отвечавшие за превращение людей в расходный материал. Нацистский гауляйтер отлавливал астарбайтеров, отправляя их гнить на чужбине за бесплатно. Российский олигарх сгонял зэков и бедолаг на фронт, отправляя их умирать за призрачные деньги и волю. Оба хвастались результатами. Заукель рапортовал Гитлеру о миллионах рабочих единиц. Пригожин отчитывался Путину о взятом 7-м штурме, развалин какого-нибудь Солидара. Оба действовали с чудовищной жестокостью. Для Заукеля истребить половину рабов по дороге – нормально. Для Пригожина потерять колонну на минном поле – рабочий момент. Ирония судьбы. Ни тот, ни другой не получили по частей от своего хозяина. Заукеля, конечно, повесили враги, а вот Пригожина, похоже, устранили свои. Слишком много о себе возомнил. Думается, Гитлер бы одобрительно кивнул. Он своих лишних тоже устранял без жалости. В конце концов, подобные персонажи нужны тирану лишь до поры до времени, а финал у всех подобный – петля на шее или пламя в небесах. Заукель и Пригожин – два примера, как карающая десница сама бывает отрублена по велению начальника. И на 9-м месте – Лени Рифеншталь и Никита Михалков. Лени Рифеншталь – известная немецкая кинорежиссер и фотохудожник. В 1930-х годах прославилась как талантливый режиссер-новатор киноязыка. Сняла «Триумф воли». Документальный фильм о съезде нацистской партии 1934 года, где гениально по форме прославила Гитлера как мессию на фоне стройных рядов штурмовиков. Фильм восхваляли за режиссуру и проклинали как пропаганду.
Также Лени сняла пафосный фильм «Олимпия» про Олимпиаду 1936 года в Берлине. Тоже с нацистским душком, хотя и художественно выдающийся. После войны Рифеншталь старательно открещивалась от нацизма. Мол, я артист, вне политики, ничего не знала про лагеря. Ее не судили как преступницу, но репутация была испорчена. Она выжила, даже дожила до возраста 101 год. Пыталась снимать еще. Но в историю вошла прежде всего как режиссер фюрера, создавшая самые красивые кадры для самого чудовищного режима. Российский аналог – Никита Михалков, титулованный советский и российский кинорежиссер, лауреат Оскара и прочих премий, некогда уважаемый за фильмы «Утомленные солнцем», «Сибирский цирюльник» и другие. Михалков – человек из творческой элиты, чей талант когда-то никто не ставил под сомнение, однако в нулевые его больше потянуло не в искусство, а во власть. Он стал громким рупором путинизма. Клеймит Запад, обнимает патриарха, рассуждает о скрепах. Ведет авторскую программу «Бесогон ТВ», где из обличителя бюрократии превратился в обличителя либералов и восхвалителя мудрого лидера. Михалков поддержал аннексию Крыма, оправдал войну в Украине, предлагает цензуру и тотальный контроль. Словом, превратился в придворного сказочника режима. Когда-то он снимал кино о том, как власть ломает людей, а теперь фактически одобряет репрессии. Не чужд Никита Сергеевич и мании величия. Ездит с мигалкой, носит имперские ордена, намекает на свое дворянское происхождение и чуть ли не святость. Рифеншталь и Михалков – примеры того, как творческий гений может лечь под диктатуру и прославлять ее. Лени вела камерой по лику Гитлера, делая из него божество на экране. Михалков льет патоку о Путине, рисуя образ царя-батюшки со всех трибун. Оба утверждали, что действуют из лучших побуждений. Лени говорила, что она просто художник, снимала красиво, а Никита уверяет, что он патриот, радеет за Россию. По факту же, и там талант служит оправданию агрессии. Лени гением монтажа вдохновляла немцев идти в строй. Михалков гением ораторства усыпляет россиян байками об особом пути. Рифеншталь после краха нацизма была проклята многими коллегами, хотя избегала тюрьмы. Михалков, если режим падет, тоже вряд ли сможет отмыться. Разве что снова скажет, что ошибался или не знал. Но архивы интернетов помнят все. Оба персонажа – коллаборационисты от искусства, делающие красивые жесты для безобразных дел. И хотя Михалков любит говорить о морали, мораль сей басни такова: талант, проданный тирану, становится токсичным наследием. Продолжаем. 8 место. Ганс Франк и Рамзан Кадыров. Нацистский деятель Ганс Франк – наместник Гитлера в оккупированной Польше. По образованию доктор права, личный юрист фюрера. Именно Франк в начале 30-х годов прикрывал беззаконие фашистов фиговым листком законности в 1939 году. Когда Германия захватила польские земли, Франка поставили генерал-губернатором Польши. Он быстро превратился в диктатора на подвластной территории, жил в роскоши, обосновался в королевском замке Кракова, вывозил в Германию ценности, и при нем творились ужасы. Поляков обращали в рабов, еврейское население загоняли в гетто, откуда потом отправляли в лагеря смерти. Его прозвали «Мясник Польши». Интересно, что под конец войны этот интеллигент вдруг резко переобулся. Принял католицизм, написал мемуары, на суде даже покаялся частично. Но трибунал был непреклонен. За миллионы загубленных жизней Франка повесили в 1946 году. Его последнее слово: «Прощаюсь и надеюсь встретиться с вами в жизни иной». Куда уж более пафосно. Российский аналог – Рамзан Кадыров, глава Чеченской республики. Он же пехотинец Путина. Он же самопровозглашенный дон своего региона. Формально Кадыров – российский чиновник, по факту же правит Чечней как личным княжеством, с собственной армией, казной и законами шариата по настроению. В юности Рамзан воевал против российских войск, потом переметнулся на сторону Москвы после убийства отца. С тех пор стал верным вассалом Путина. За лояльность ему позволено все. Миллиардные дотации, право не подчиняться федеральным структурам и творить, что хочет внутри республики. А хочет он крови. Кадыровцев боятся за их жестокость, похищение людей, пытки, убийства без суда. Полный букет. С началом войны в Украине Кадыров получил новый фронт пиара. Его тушки снимают тикток-видео о том, как отважно стреляют по пустым домам. А сам Рамзан в Телеграме грозит дойти до Львова и Польши. Правда, воюет он в основном языком. Его бойцы больше заняты мародерством и постановочными видеороликами. При этом Кадыров регулярно рапортует Путину об успехах, получает звезды героя и очередные мешки денег. Франк и Кадыров – марионетки, поставленные управлять покоренными землями методами террора. Первый вершил политику геноцида в Польше от имени Гитлера.
Второй удерживает через страх Чечню в составе России и отправляет своих головорезов терроризировать украинцев по поручению Путина. Франк был образованным юридическим прохвостом. Кадыров – малообразованный, но хитрый деревенский главарь, возведенный в князья. Однако методы схожи – запугивание, насилие, показательная жестокость. Франк хвастался Гитлеру, что в Польше не осталось интеллигенции. Всех либо выгнали, либо убили. Кадыров хвастается Путину, что в Чечне не осталось врагов режима, либо лежат в земле, либо поют дифирамбы в Инстаграм. Запрещенном, кстати, в России, но Кадырову можно. Франк вывозил ценности Кракова. Кадыров обзавелся коллекцией спорткаров, часов и позолоченных автоматов. Когда жареный петух клюнул, Франк вспомнил о Боге и попытался отмазаться раскаянием. Не помогло. Его повесили. Кадыров сейчас тоже вдруг зачастил на моление, взял титул «Звезда ТикТока» и распускает слухи о болезнях. Готовит запасной выход. История покажет, но параллель очевидна. Когда ты держишь свой авторитет на страхе, то и твой конец всегда будет страшным. Идем дальше. 7-е место. Юлиус Штрейхер и Владимир Соловьев. Юлиус Штрейхер – главный нацистский злодей пера, издатель и редактор газеты Der Stürmer, воплощение геббелевской пропаганды, желтухи и ненависти. Штрейхер не занимал официально высоких постов, но его вклад в нацистскую идеологию огромен. Из номера в номер он рисовал евреев в виде паразитов, призывал их уничтожать, печатал фальшивки вроде протоколов сионских мудрецов. Даже многие нацисты считали его стиль чересчур грязным. Он смаковал порнографические расовые истории, за что Гитлер его сначала наградил, а потом слегка отодвинул на второй план. Штрейхер был настолько одиозен, что после войны союзники решили наказать его не за конкретные приказы, а за разжигание ненависти, ставшее основой массовых убийств. Его повесили в 1946-м, и на эшафоте он до последнего орал «Хайль Гитлер». Короче, фанатик до мозга костей. Его российский аналог Владимир Соловьев – телепропагандист номер 1 современной России. В прошлом либеральный журналист и даже вроде бы толковый парень, Соловьев со временем превратился в безумного крикуна с федерального канала «Россия-1». Его авторское шоу каждый вечер собирает за столом экспертов, которые наперебой поливают грязью Украину, Запад – внутреннюю оппозицию, всех, кого начальство велело назначить врагами. Соловьев лично подает тон. Он может назвать украинцев червями и демонами, сравнить оппонентов с насекомыми, призвать бомбить города в пыль, не стесняется в выражениях, орет так, что слюна летит. Из уст Соловьева регулярно звучат призывы бить, казнить предателей внутри страны, топить и сжигать украинцев. В общем, по уровню ненависти он давно переплюнул Штрейхера. Тот в газетке писал, а этот с экрана ядом брызжет. Интересный факт. При этом Соловьев обожает роскошь. У него были виллы в Италии, дорогие часы, прямо как Штрейхер, который экспроприировал себе еврейские особняки и присваивал отнятое добро. Ироничное сравнение. Штрейхер и Соловьев – два пропагандиста-экстремиста, чьи рты наполнены ненавистью, как помойка отбросами. Нацистский редактор называл людей паразитами и звал к геноциду. Российский телеведущий объявляет соседний народ не людьми и радостно обсуждает, какие ракеты по ним ударят завтра. Разницы почти никакой, разве что технология. У Штрейхера была бульварная газетенка, у Соловьева хай-тек студия с видеостенами, но суть та же – расчеловечивание врага и оправдание собственной жестокости. Штрейхер закончил в петле как идеальный образец мерзости журналистики. Соловьев пока продолжает кривляться на экране, но уже боится ездить в свою любимую Италию. Вдруг тоже придется отвечать. Оба персонажа – трусы, отрывающиеся на беззащитных, и в то же время цепные псы своих диктаторов. Как знать, может, когда придет час расплаты, Владимир Рудольфович также крикнет «Да здравствует Путин!». Но судьба Юлиуса Штрейхера показывает, чем заканчивается карьера профессионального разжигателя ненависти. На 6-м месте у нас Альфред Розенберг и Александр Дугин. Альфред Розенберг – главный идеолог нацистской партии, автор мракобесного труда «Миф 20 века», где намешал ариософию, антисемитизм, антихристианство и обосновал бредовые теории о сверхчеловеках. Розенберг формировал интеллектуальную моду на арийское превосходство. Его идеи впитал Гитлер с компанией, сделав их частью нацистской программы. При Гитлере получил пост министра оккупированных восточных территорий, захваченных земель СССР. Но и тут его ждал провал. Администрировал он плохо, грабил много, но умудрился переругаться с местными гауляйтерами и эсэсовцами. В общем, толку от его министерства было мало, однако вклад Розенберга идеологический. Он легитимировал геноцид славян и евреев научными, расовыми теориями.
После войны предстал перед трибуналом. Вины не признал, молчал угрюмо. Был повешен в 46-м. Стал пожизненным примером смертоносного псевдоинтеллектуала. Его российский аналог – Александр Дугин, современный философ-ультранационалист, которого часто называют Распутиным Путина или архитектором идеологии русского мира. Дугин, бородатый гуру с горящими глазами, создал свою теорию неоевразийства. Мечтает о восстановлении империи от Владивостока до Лиссабона, оправдывает любые войны во имя Великой России. В своих книгах он, как и Розенберг, замешивает оккультно-мистические идеи. И православие, и язычество, и антизападную пропаганду в одном флаконе. Некогда маргинал, а ныне его тезисы про геополитическую битву с Атлантидой просачиваются в речи чиновников. Дугин открыто призывает уничтожать Украину. Еще в 2014 году он проговорился: «Надо убивать, убивать, убивать украинцев». Его фанатизму мог бы позавидовать сам Розенберг. Недавно Дугин пережил личную трагедию. Его дочь Дарья, тоже пропагандистка, взорвана в машине в 2022 году. Вероятно, тот самый отголосок ненависти, которую посеял ее отец. Но философа войны это не остановило. Он еще громче заговорил о священной бойне со сатанистским Западом. Короче, Розенберг и Дугин – два кабинетных пророка, чьи книги лучше сжечь, чем читать. Первый выдумал научное обоснование геноцида по расе, второй – духовное обоснование геноцида по нации. Оба питаются мифами. Розенберг бредил гипербореей и величием тевтонцев, Дугин грезит Третьим Римом и мистическим Евразийским орденом. Если отбросить разные эпохи, их посылы одинаковы – ненависть во благо империи. Розенберг в итоге был повешен, а Дугин пока вещает на Ютубе. Но кто знает, может, история догонит. Забавно, что Розенберг, идеолог уничтожения славян, был повержен именно славянами, а Дугин, вопящий о величии русских, оказался причиной гибели своей же дочери от рук то ли российских, то ли украинских спецслужб. Мораль. Играя с кровавыми идеями, ты и сам так или иначе утонешь в крови. Оба горе-философа останутся на страницах истории как интеллектуальные извращенцы, оправдывающие самые худшие преступления. Итак, мы плавно подошли к топ-5. А поэтому, раз уж вы досмотрели до этого места, я могу предположить, что вам нравится мой контент. В таком случае хочу попросить вас поставить лайк этому видео, а, возможно, и скинуть ссылку на него паре своих друзей, которым, как вам кажется, оно тоже зайдет. Ну и, конечно же, приглашу подписаться на канал, чтобы не пропустить будущие ролики. Ну и на пятом месте у нас Генрих Гиммлер и Николай Патрушев. Генрих Гиммлер, рейхсфюрер СС, глава всей нацистской карательной машины, руководил гестапо, СД, концлагерями, серый кардинал террора. В очках с невзрачной внешностью провинциального учителя он был одержим идеями расового превосходства и оккультизма, а также занимался поиском арийских святынь по всему миру. Гиммлер непосредственно ответственный за окончательное решение еврейского вопроса, то есть Холокост, массовое уничтожение евреев Европы. В последние дни Рейха попытался сыграть в политику и тайно хотел сдаться союзникам за спиной Гитлера. Фюрер же, узнав об этом, пришел в бешенство, лишил Гиммлера всех постов. Гиммлер бежал, переодевшись в форму солдата, но был пойман британцами. Как истый нацист, при задержании разгрыз капсулу с цианидом и умер в мае 1945 года, избежав официального суда. Его прототип в современной России – Николай Патрушев, секретарь Совета Безопасности, бывший директор ФСБ, давний соратник Путина, с виду типичный советский аппаратчик, лысеющая голова, тихий голос. Но за этой скромностью кроется один из самых ярых идеологов жесткого курса. Патрушев известен маниакальной подозрительностью, видит заговоры ЦРУ в каждом чихе, рассуждает о деградации Запада и мечтает вернуть железный занавес. Именно он курировал репрессии против оппозиции, муссировал идеи про биолаборатории и прочие конспирологические ужасы, которыми теперь пугают россиян по ТВ. Считается, что Патрушев – правительственный ястреб номер один, его влияние на Путина огромно. Возможно, даже ликвидация неудобных фигур вроде опального Пригожина не обошлась без участия Николая Платоновича. На момент выпуска этого видео Патрушев жив-здоров и строит планы, как добить Украину и заставить весь мир бояться Россию. Гиммлер и Патрушев – тихие на вид бюрократы, за глазами которых ледяной расчет и идеология страха. Первый строил систему тотального слежения и уничтожения врагов расы. Второй создает атмосферу осажденной крепости, где вокруг одни враги, и решать с ними надо самыми жесткими методами. Гиммлер верил в арийские легенды и даже пытался заняться алхимией.
искал Святой Грааль и тибетские секреты, Патрушев верит в чуть менее эзотерические, но такие же бредовые теории. Например, что Запад хочет сократить население России до 50 миллионов. Оба тщательно маскируются под скромных служак, а на деле готовы утопить мир в крови ради бредовых идей. В конце войны Гиммлер попытался спасти свою шкуру сделкой с врагом, предав фюрера. Клан Патрушева, не исключено, тоже в нужный момент попробует сохранить власть ценой предательства Путина. Но, как показывает история, предателей нигде не любят. Гиммлер кончил жизнь синильной кислотой, а Патрушев в тот момент, когда что-то начнет идти не так, может закончить днями где-нибудь в Гааге на скамье подсудимых. Как говорится, каждому параноику своя пилюля. На 4-м месте у нас два брата-акробата – Иоахим фон Риббентроп и Сергей Лавров. Иоахим фон Риббентроп – министр иностранных дел гитлеровского рейха. В прошлом торговец шампанским, выскочка без особого дипломатического таланта, но с большим рвением лизать жопу начальству. Именно Риббентроп в 1939-м подписал печально известный пакт Молотова-Риббентропа, скрепив союз Гитлера со Сталиным и раздел Польши на сферы влияния. Был убежденным нацистом и антисемитом, однако среди коллег считался пустым местом. Гиммлер и Геббельс им помыкали. Черчилль называл его «этот тупой тип». Тем не менее, именно Риббентроп до последнего озвучивал нацистскую позицию, отрицал планы войны, обвинял союзников в агрессии, а в 1941-м тотально обосрался, когда Германия сама напала на СССР, нарушив его же пакт. После войны был пойман и предан суду. На процессе вел себя жалко, пытался уверить, что ничего не решал. Был повешен в 1946 году по приговору трибунала как военный преступник. Его современный аналог – Сергей Лавров, глава МИД России, карьерный дипломат. Долгое время славился своим остроумием и выдержкой, но ныне скатился до уровня токийского деда с бессвязными обвинениями. Лавров когда-то пользовался уважением, но после 2014 года и особенно 2022 года стал пешкой агрессивной политики Кремля. Он внес свою лепту в историю с подписанием множества меморандумов и ультиматумов, ни один из которых, впрочем, не спас репутацию России. Сегодня Лавров – это такой себе ходячий мем. На международных саммитах нередко несет чушь про биолаборатории НАТО и детоубийц украинцев, которые якобы сами себя обстреливают. Его слова уже давно никто всерьез не воспринимает. Опытный дипломат превратился в убогого пропагандиста с кислым лицом. В целом, Риббентроп и Лавров – два иностранных министра, успешно превративших свои страны в изгоев. Первый выклянчивал союзы для Гитлера и в конце концов остался один против всего мира. Второй же за 2 десятилетия умудрился поссорить Россию даже с теми, кто ей сочувствовал. Два великих мастера, которые любили обвинять других в том, что сотворили сами. Риббентроп верещал, будто Польша напала на Германию. Лавров твердит, что это НАТО спровоцировало бедного Путина напасть на Украину. В их устах агрессоры – жертвы, а жертвы – агрессоры. Риббентроп, кстати, тоже любил антисемитские вбросы, но и тут ученик превзошел учителя. Лавров ляпнул как-то, что у Гитлера была еврейская кровь, пытаясь очернить украинского президента-еврея. Получился нехилый международный скандал. Израиль был в шоке. Кажется, Сергей Викторович перепутал, какой режим он представляет. Ирония в том, что Риббентроп по итогу Нюрнбергского процесса висел в петле вместе с коллегами, а Лавров пока еще продолжает раздувать щеки и нести всякую дичь. В будущем же у него два варианта. Либо спокойная пенсия в условном Ростове, либо позорный финал посредством военного трибунала. История покажет, но будем надеяться на второе. В любом случае, дипломатом мирового класса его уже никто не считает. Как и Риббентроп, сегодня его имя – синоним лжи и ненависти. Что ж, друзья, мы наконец подошли к тройке лидеров. И я должен признаться, что данное видео далось мне нелегко и заняло уйму времени. Поэтому, если вам нравится мой хит-парад, не поленитесь поставить ему лайк или как-либо еще отметить это. Если же думаете, что это полная херня, буду признателен, если как-либо отметите это в комментариях, чтобы я на будущее понимал, что не так. Окей, 3-е место – Герман Геринг и Сергей Шойгу. Герман Геринг – нацистский деятель, рейхсмаршал, командующий Люфтваффе и фактически второй человек в нацистской иерархии. Был даже официально объявлен преемником фюрера в 1941 году. В молодости – герой Первой мировой, летчик ас, имеющий кучу наград. В целом же – харизматичный авантюрист.
При Гитлере он быстро превратился в декаденствующего толстосума, носил вычурные мундиры, тонны наград и, кстати, нередко сам себе присваивал очередные звания. Коллекционировал награбленные картины и драгоценности. Именно Геринг возглавил программу перевооружения и экономического плана 4 лет. В том числе курировал ограбление оккупированных стран ради ресурсов Рейха. Однако его звезда закатилась, когда он обосрался с Блицкригом в битве за Британию, ну а потом и разгром немецкой авиации к 44-5 годам. В финале Геринг пытался перехватить власть у потерявшего связь с реальностью Гитлера, за что был отстранен и арестован. На Нюрнбергском процессе считался чуть ли не самым важным подсудимым. Он яро отрицал вину, строил из себя умника, хоть это ему не помогло. Был приговорен к смерти, но сумел избежать позора казни. За несколько часов до выполнения приговора отравился цианидом, который как-то был ему тайно передан. Ну и его современный коллега Сергей Шойгу, экс-министр обороны России, генерал армии, хотя по происхождению строитель и спасатель, ни дня не служивший в армии. За долгие годы у власти превратился в настоящего маршала потемкинских деревень. Обвешан медалями так, что уж и вешать некуда. Хоть реальные его заслуги достаточно сомнительны. Обожает камуфляж и всякие пиар-выезды в поле с показухой. Курировал многолетнее перевооружение российской армии и трату хуиллиардов на новую технику, которая внезапно где-то испарялась. При этом Шойгу известен любовью к роскоши. То лосиные охоты в Туве, то строительство помпезного главного храма вооруженных сил. Того самого, где мозаику с Путиным пришлось оттирать после скандала. В 2022 году уверял начальство в Блицкриге. Мол, за пару недель возьмем Киев, украинцы встретят цветами. Вышло, мягко говоря, иначе. После этого был списан в утиль и сейчас занимается какой-то непонятной хуйней. Занимает какую-то важную должность при Совете Федерации. В любом случае, сидит тихо, не отсвечивает, прячется от публичности. Что Геринг, что Шойгу – прекрасные примеры того, как напускной мундирный лоск скрывает фатальную некомпетентность. Рейхсмаршал любил позерство, брецал наградами, обещал немцам, что ни одна бомба не упадет на Берлин, а потом союзная авиация отъебала город в щебень. Шойгу же годами рапортовал о непобедимости армии РФ, но оказалось, что миллиарды ушли хрен пойми куда. И уже через пару месяцев войны танки резко закончились, а солдат начали одевать в китайские каски. Оба деятеля обожали прибавлять себе регалии. Геринг вырядился в самодельный мундир адмирала, хотя с морем он никогда не был связан. Шойгу же шил себе форму маршала Победы. Хотя где Шойгу, а где Победы? Можно вспомнить, как Геринга за глаза звали Дер Дикке, толстяк, и презирали за трусость. Также и Шойгу сейчас тоже больше похож на дачного гнома, чем на великого полководца. Геринг окончил жизнь самоубийством, избежав публичной казни. Шойгу, кто знает, может еще прикусит таблеточку, когда придет время отвечать за эту войну. В любом случае, оба войдут в историю как разрекламированные ястребы, которые на деле оказались петухами. Второе место нашего хит-парада, и, признаться, на этот счет у меня было много сомнений, но тем не менее я художник, и я так вижу. Йозеф Геббельс и Дмитрий Киселев. Доктор Йозеф Геббельс, министр пропаганды нацистской Германии, главный режиссер промывания мозгов немцам через радио, фильмы, газеты, внушал фанатичную веру в фюрера и ненависть к врагам Рейха. Мастер большой лжи, утверждал, что нацисты несут культуру, хотя на деле разжигал тотальный террор. Интересный и жуткий факт. Именно речь Геббельса о тотальной войне в 1943-м призвала немцев воевать до последнего дыхания. Однако же его последнее дыхание закончилось не так героично. В мае 1945-го в бункере Геббельс вместе с женой отравили своих 6 детей, после чего он застрелил жену и себя. Такой вот главный пропагандист Третьего рейха предпочел смерть признанию лжи. Его российский аналог Дмитрий Киселев, ведущий российский пропагандист, медиа-менеджер, глава медиахолдинга «Россия сегодня». Если включить федеральный телеканал, велик шанс услышать его бархатистый голос, вещающий об ужасах гей-ропы и ангелах русского мира. Киселев прославился эпатажными заявлениями. В 2014 году заявил в эфире, что Россия способна превратить Америку в радиоактивный пепел. Буквально анонсировал ядерный холокост со своей фирменной улыбкой. Как и Геббельс, он любит позиционировать Россию жертвой и одновременно освободителем, ловко меняя черное на белое. За его словечки про оздоровительное уничтожение врагов и откровенное разжигание ненависти Киселева давно прозвали главным рупором кремлевской лжи. Ироничное сравнение. Геббельс и Киселев – братья по оружию пропаганды, разделенные десятилетиями.
Первый кричал в 1945-м, что поражения нет, и вот-вот Германия воспрянет, когда советские танки уже были в Берлине. Второй же в 2022-м убеждал, что российская армия воюет не с мирными соседями, а с нацистами и биолабораториями, пока ВСУ жгли колонны российской бронетехники под Киевом. Оба умело лепят врагов из кого угодно. У Геббельса виноваты были евреи и англосаксы. У Киселева те же англосаксы вперемешку с украинцами и пятой колонной. И если Геббельс поставил на поток производства мифов про евреев, то у Киселева поточным видео стало ядерное грибное облако на фоне его студии. Разница лишь в том, что немецкий пропагандист покончил с собой, а российский, судя по всему, все еще надеется выжить и, глядишь, переобуться, когда режим падет. Расклад сомнительный, но плюсик за целеустремленность. В любом случае, оба персонажа навсегда в истории останутся зловещими клоунами, для которых любая ложь – правда, если партия приказала. Ну что ж, вот и подошли мы к первому месту нашего хит-парада подонков. Хоть я уверен, что ни у кого не было и нет ни капли сомнений, что за сладкая парочка там окажется никакой интриги. Разумеется, это Адольф Гитлер и Владимир Путин. Итак, Адольф Гитлер, фюрер нацистской Германии, захватил власть на волне отчаянной демагогии, раздувал культ собственной непогрешимости, развязал Вторую мировую войну, инициировал Холокост, массовое уничтожение миллионов людей. К концу войны превратился в параноика, сидящего в бункере над картами мифических армий. Финал его печален и нисколько не героичен. В апреле 1945-го Гитлер застрелился в своем берлинском бункере, чтобы не попасть в руки союзников, после чего его труп облили бензином и сожгли возле бункера, оставив миру пепел и вечное клеймо зла. Владимир Путин, нынешний президент России, фактически диктатор уже более 2 десятилетий. К огромному сожалению миллионов людей, все еще жив. В свое время вырвался из небытия КГБ и раздробленной постсоветской политики, пообещав поднять страну с колен. За годы правления выстроил культ личности. От фотографий с голым торсом на боевом коне до длиннющего стола и показушного хоккея. Затеял кровавую войну против соседней Украины под предлогом денацификации, демилитаризации и прочего бреда. Короче, типичный оруэлловский ньюспик, достойный психушки. Критиков и оппонентов душит кого тюрьмой, кого ядом, кого свинцом. Культ силы, ноль самокритики и растущая паранойя. Ходят слухи, что Путин не вылезает из бункера, опасаясь за свою шкуру, пока города Украины в руинах. Оба персонажа, что Гитлер, что Путин, большие любители изображать из себя великих полководцев, хотя первый был всего лишь ефрейтором, а второй – штабной подполковник запаса безбоевого опыта. Гитлер начал войну против низших рас под лозунгом величия Рейха. Путин же пошел войной на братский народ, убедив себя, что собирает осколки Великой империи. Первый сжег половину Европы и привел Германию к национальной катастрофе. Ну а второй методично уничтожает украинские города, а вместе с ними репутацию и экономику собственной страны. Гитлер прятался в конце жизни в бункере, глотая цианид. Путин, говорят, тоже уже давно приготовил себе специальный бункер с чистым туалетом. История повторяется, и если Гитлер — это трагедия, то Путин скорее фарс, недоразумение, хотя при этом не менее кровавый. Как говорится, хотели как лучше, а вышло как у Гитлера. Что ж, на мой субъективный взгляд, параллели между нацистской верхушкой и нынешней российской элитой получились до неприличия меткими. Складывается ощущение, что кто-то в Кремле решил повторить историю. Да вот только повторяет не подвиг победителей, а преступления поверженных нацистов. Конечно, масштабы разные, но амбиции, риторика и методы уж больно знакомы. Это не значит, что современная Россия – это Третий рейх во всех деталях. Более того, сравнивать современных российских военных преступников с их коллегами из Третьего рейха – это делать серьезные комплименты первым, чего с одной стороны делать не хотелось бы, но с другой – нужна же ведь какая-нибудь аналогия из относительно недавнего исторического прошлого. Нюрнбергский процесс когда-то поставил точку в истории нацизма. Чем и когда закончится правление нынешних деятелей – вопрос открытый. Однако хочется верить, что новый Нюрнберг все же не за горами, а пока имеем то, что имеем. История. Злая учительница. Сначала пытается учить на примерах, а потом больно наказывает за незнание материала. И я уверен, российским руководителям явно светит двойка. Да и экзамен, будем надеяться, достаточно близок. История, сука, любит повторяться. Все нацистские фигуранты завершили жизнь позорно и страшно.
Так что бункерный финал для всех живых участников нашего хит-парада вполне может оказаться не самым плохим раскладом. Но мы все же будем надеяться на справедливое правосудие и новый трибунал. Будет интересно. А с вами был Утилизатор реальности. Благодарю, что досмотрели это видео до конца. Я ни в коем случае не претендую на абсолютную объективность своего рейтинга уродов, потому как и сам до сих пор не уверен, что всех правильно в нем расположил. Поэтому буду вам невероятно признателен, если в комментариях к ролику вы поделитесь своими замечаниями и предложениями. Возможно, кого-то я забыл включить в хит-парад, а возможно, наоборот, кто-то слишком много чести получил, ну и как бы лично вы расположили участников в подобном рейтинге. Ну а утомлять вас просьбами по поводу лайков, подписок, я думаю, уже не имеет смысла. Хочется верить, что вы уже и так с нами. Поэтому еще раз говорю вам спасибо. Быть добру.